Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу вам показать, как очень простым способом сделать клубнику или землянику. Назвать ее можно по-разному, так как я сделала ягодки вроде бы большие, но не совсем, а цветочки маленькие. Я всегда ищу очень простой вариант для того, чтобы сделать ягоды. Ну и на этот раз самым главным материалом для ягод у меня оказался самый простой шариковый детский пластилин. Он у нас продается на рынке, и баночка стоит всего лишь $0,5. Если сравнивать с полимерной глиной, из которой можно делать ягоды, то полимерная глина намного дороже, и полимерную глину нужно запекать. Я как-то пробовала работать с глиной, не могу сказать, что у меня это получилось, поэтому я для себя ищу какой-то другой вариант. Те, у кого есть дети, меня поймут, что мы всегда все детские материалы, будь то пластилин, краски или еще что-то, мы всегда превращаем в материал для творчества. Поэтому сегодня я покажу, как я очень простым способом сделала клубнику. Также для использования своих веточек я использовала иранский фоамиран. Как обычно, чем тоньше фоамиран, тем более реалистичным будут ваши ягодки. Также я еще пробовала делать ежевику, но ежевику я делала из маленьких шариков пенопласта, которые у меня когда-то остались дома. Поэтому я еще с ежевикой до конца не определилась, не совсем мне нравится результат, но когда его доделаю, я обязательно вам покажу. А сегодня давайте приступать к клубнике. Вот мои ягодки вблизи. Ну а теперь про сам пластилин. Не знаю, чье это производство, откуда он, вообще про него ничего не известно, но на упаковке было написано на китайском, следовательно, думаю, что он с Китая. И зашла я на AliExpress, и там огромный выбор этого пластилина, разнообразного. Но учитывайте одну вещь. Я смотрю, у нас в магазинах иногда написано на пластилине «не засыхает». Нам же нужен, чтобы пластилин застывал. Внутри находятся такие малюсенькие пенопластовые шарики и какой-то состав. И я не знаю, то ли это какой-то силикон, клей или что это. Ну, немножко даже так тянется. Но к рукам он сильно не клеится, поэтому ребенку с ним работать очень приятно. Я с этого пластилина буду делать вот такие маленькие ягодки. Размер вы можете выбирать любой. Будете делать землянику, делайте очень маленькие ягодки. Будете делать клубнику, делайте побольше. Можно вообще огромную сделать. В любом случае пластилин высохнет. Ну и мне нравится, что во время лепки он очень хорошо формируется и становится со всех сторон ровненьким. Розовый же пластилин — это старый пластилин, с которого я просто попробовала слепить ягодки. Они получились такие очень кривые. Но у них видна разница. Розовый пластилин, шарики немножко больше, чем у красного. Также он есть разнообразного цвета. Еще чтобы ваши ягодки были ровненькими и хорошенькими, перед тем, как использовать пластилин, лучше его достать с упаковки и полностью перемешать, так как именно вот этот состав, за счет которого пластилин и клеится, у него есть свойство стекать в одну сторону. С одной такой баночки у меня получилось 8 ягодок такого среднего размера. Я перекладываю их на крышку и буду сушить. Спустя 3 дня я начала приклеить к ним проволоку. Я решила оставить немножко ягодки в покое, чтобы они даже внутри хорошо просохли. Хотя мне кажется, что уже через пару часов видно, как пластилин сверху начинает схватываться и подсыхать. Я никуда не спешила, поэтому оставила их на 3 дня. Вклеиваю проволоку просто на суперклей. А теперь мы их будем красить. У меня нет красной акриловой краски, поэтому будем выходить с положения. У меня есть акриловый контур, но проблема в том, что он перламутровый, и я боялась, что мои ягодки будут в итоге перламутровыми. Но пробуем. Я еще добавила колор, но в итоге красный цвет перебил перламутр, и в итоге его видно даже не было. И это мне пошло на пользу. Так как ягодки после того, как высохли, стали светлее, мы их покрасили, они стали вот такие красивые, красненькие. Также можно сделать не только красные ягодки, но и зеленые или с переходом от красного к зеленому. Смотрите уже на свое усмотрение и смотрите, какую веточку в итоге вы хотите получить. Я для первого раза решила сделать все красные ягодки.
Покрасила и оставила их сушиться. Одни ягодки я покрасила одним слоем краски, а вторые решила еще одним слоем покрасить. Это были мои кривые розовые ягодки. И так как на дне баночки у меня был перламутр, наверное, больше, они стали все-таки более перламутровые. А теперь начнем формировать наши ягодки и придавать им более такого немножко реалистичного вида, так как сразу непонятно, что это у нас за ягоды. И да, я использую фоамиран иранский толщиной 1 мм. Чем тоньше фоамиран, тем более реалистичная у вас получается веточка. Вы можете вырезать себе шаблон, найти в интернете пятилистников, их очень много. Я же вырезаю все на глаз, но у самой клубники и у земляники их намного-намного больше. Ну и для цветочка я буду использовать иранский фоамиран. У меня белого цвета нет, поэтому я взяла цвет слоновая кость. Я вырезала цветочки размером 2,5 см. Но у клубники цветы намного больше, поэтому у меня цветы в итоге получились как у земляники. Размер клубники, цветы от земляники. Папа мой смеялся, говорил, что это неправильно. Но я уже сделала, так что менять ничего не буду. А вы уже можете посмотреть в интернете фотографии, чтобы понимать, о чем я говорю. Также дыроколом я сделала малюсенький такой цветочек, чтобы сделать у нашего цветочка тоже чашелистики. Листья можно делать как 3 одинаковых листика, так и 2 поменьше, 1 побольше. Выбирайте уже сами. И я буду использовать вот такой молот. Он был написан молот клубники, но мне он не совсем нравится для больших листиков. Вы же можете использовать любой молот листа. Теперь начинаем делать самые маленькие заготовки. Это наши чашелистики и листик. Все нагреваем, закручиваем. Сам цветочек я просто нагреваю, ничего с ним больше не делаю. Чашелистик для цветочка точно так же нагреваю и ничего с ним больше не делаю. Мой утюг стоит на максимальной температуре. Я как-то говорила, что я не люблю очень долго ждать, пока нагреется и фоамиран начнет скручиваться. Ну а вы можете ставить температуру намного-намного меньше. Точно так же я на молде отпечатываю сам лист. И тычинка для нашего цветочка. Она желтая. Я буду использовать термоклей, который нагреваю на утюге, добавляю масляную пастель и делаю тычинку. Как делать такие тычинки, я обязательно оставлю ссылку в описании. Такие тычинки мы с вами делали для гортензии. В сборке своей веточки я буду использовать суперклей. Суперклей я люблю использовать именно в работе с маленькими деталями. Мне кажется, таким образом он не дает утолщения и нигде не вылазит. И клея в итоге не видно. Приклеиваем сначала цветочек, затем чашелистик, и теперь будем обматывать ножку. В работе использую тейп-ленту. Я ее разрезаю на 2 части, чтобы ножка была более аккуратная. Обматываю ножку. И таким образом я делаю все цветочки, которые у нас будут в нашей работе. Вы можете использовать 1, 2, 3 цветочка, тут уже смотрите сами. Также все цветочки, я думаю, можно делать даже немножко разного размера. Теперь сама ягодка. Берем чашелистик, наносим клей на нашу ягодку и приклеиваем. Можно также чашелистик затонировать. Я буду делать это в конце. И точно так же обматываем ножку тейп-лентой. И таким образом я поступаю со всеми ягодками. После того, как они у меня будут все готовы, я собираю такую небольшую веточку. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. А что ты мяукаешь? А что такое? Собираем нашу веточку, и все ягодки я загибаю вниз, а цветочки у меня смотрят вверх.
Наношу снизу небольшую капельку клея и беру тоненькую проволоку. Вклеиваем проволоку. Для своих листиков, которые у меня будут находиться посерединке, я взяла проволоку подлиннее, а те, которые будут по бокам, взяла проволоку немножко короче. После того, как приклеили проволоку, мы точно так же обматываем нашу ножку тейп-лентой. Так я делаю со всеми лепестками. И уже будем собирать наш листик в один. Снизу я беру 2 листика поменьше и все скручиваю в одну веточку. Или в один листик, как его правильно назвать. А теперь мы будем тонировать. Тонировать вы можете акриловыми красками, масляной пастелью, сухой пастелью. То, чем вы привыкли и любите тонировать. Фоамиран. Я же буду использовать акриловые краски Туру. Ссылку на эти краски я точно также оставлю в описании к этому видео. Также по этим краскам я делала небольшой обзор. Я тонирую сначала более салатовым цветом, затем я взяла цвет зеленый немножко потемнее и края чуть-чуть прошлась такой красно-бордовой краской. Затонировали наши листики, все подкрасили, теперь можно собирать. Для одной веточки я буду использовать 2 листика, можно использовать один такой листик. Тут уже смотрите сами. Но если вам понравилось, ставьте лайк, также пишите в комментариях, из каких детских материалов также, может, вы делали ягоды, и какие ягоды еще попробовать сделать. Мне безумно нравятся ягоды в работе, и хочется делать их своими руками, а не покупать в магазине. Также все ссылки на мои соцсети, такие как группу ВКонтакте или мой Инстаграм, вы можете найти в описании к этому видео. Не забывайте также выставлять там свои работы, но мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!